Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представляется непосредственно уже профессиональная рыболовная мережа. Представляется вам профессиональная рыболовная мережа. На фото и на видео будет показано, как она непосредственно выглядит, как правильно установить профессиональную рыболовную мережу, как она растягивается, на какие оттяжки она ставится. Данная конструкция уже имеет непосредственно вот такой вид. Это профессиональная растяжка рыболовных мереж. На данных фото и на данных видео будет просто продемонстрирована невысокая мережа, ее высота 50 сантиметров. На маленькой такой мереже просто удобно вам показать, как это что правильно делается. Данная стоимость этой мережи составляет 8000 рублей. Кто хочет ее приобрести, пожалуйста. Также вы увидите, что именно представляет и что это такое в дальнейшем видео. Вы находитесь на канале Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию предоставляем мережу. Она выполнена невысокой высоты. У нее вот крыло идет. Это называется крыло. 50 сантиметров крыло. Длина данного крыла 5 метров. 5 метров. Это непосредственно крыло. Это крыло. Сейчас мы подойдем к завершению этого крыла. Вот это крыло, которое подвязано на столбик, да. У нее верхний конец составляет 1 метр длиной с петлей. И с другой стороны она точно такое же. С двух сторон идут два конца по 5 метров. Внизу грузовой шнур идет. Идет грузовой шнур. Непосредственно длиной 1,20 м. 1,20 м, 1,15 м можно делать. По всему крылу идет непосредственно двойной шнур. 30 грамм на метр, что составляет 60 грамм на метр. Посадка по данному крылу непосредственно. Вы видите, посадка данного крыла идет не в крайнюю ячею. Идет непосредственно посадка в предпоследний ряд. В предпоследний ряд. Также и по низу данного крыла расстояние очень маленькое, в 2 раза меньше расстояния, чем по верху. И также идет посадка непосредственно в предпоследнюю ячею. Потому что последние ячи развязываются на деле, и оно будет виснуть. В данном изделии, скажем, ничего не будет провисать. Ячея здесь идет на 24 миллиметра. Нитка используется 1,2 миллиметра. Значит, в данной конструкции будет показано для вас, как вообще выставляется правильно мережа. На более маленьком образце есть возможность вам показать, как это делается. Вот идет центральное крыло. Оно подвязано к двору. К двору подвязано посередине. Вернее, к коридору. Подвязано к коридору к середине. И два уже непосредственно здесь подкрылка. Два подкрылка. Также вы видите натянуты и подвязано к середине рамки. Или то будь середина коридора на поплавках, если она высокая. Эта конструкция невысокая. И здесь крепление идет к рамке. Тем самым подкрылки, которые идут, это уже считаются подкрылки. Если они ставятся отдельно, это считается крылья. Если они имеют вот такую конструкцию, они уже называются правильно подкрылки. Данные подкрылки
располагаются именно вот так в воде. Их расположение. Вместо вот этих непосредственно кольев, ломиков, сюда крепятся оттяжки. Если мережи небольшие, имеют конфигурацию небольшую, ну, подкрепить буквально 2 кирпича хватит. Если большие и где-то используются в других местах, ставятся хорошие якоря. На эти места ставятся якоря. Использование можно вот в такой конструкции и более в другой конструкции, потом дальше покажем. Тем самым в данной конструкции, в данной мереже этими подкрылками создается двор. Создается непосредственно двор. Это называется уже двор, в котором рыба в дворе, попадая сюда, она здесь гуляет. Так выставляются мережи на летний период времени. Без разницы, я вам говорю, что такое или закол, или мережа, потому что конструкция практически одна, по-разному применению, разные названия, разная модификация. Одна из постановок, скажем, вот такая. Вместо вот этих колов оттягиваются оттяжки. Оттяжки оттягиваются, скажем, если глубины здесь небольшие, она небольшая, это можно сделать на кирпичах. То есть на данную конструкцию необходимо 6 оттяжек, 6 якорей. Создавая вот такой непосредственно дворы, в котором находится рыба, она уже заходит именно в коридоры. С одной стороны и со второй стороны. 2 двора по бокам. Здесь непосредственно, где идет центральное крыло, вот вы видите, есть проходы сразу. В эти проходы рыба заходит. А если она пугается мережи, она уходит в двор. Она уходит влево или вправо во двор. И со двора по направлению, идя вдоль крыла, она все равно попадает непосредственно уже в морду. Она здесь принудительно заходит в морду. То есть данная постановка мереж и данное выставление мереж является шанс больше поймать рыбы. Если даже которая рыба пугается, она все равно принудительно туда заходит. Ей уже нет возможности выйти. Во двор заходит вся рыба, спокойно, не пугаясь. Непосредственно при креплении данного изделия центральное крыло, которое крепится в середине, оно у вас не должно заходить при постановке под закрылки. Под подкрылки оно длиннее не должно быть. Потому что если сделать это центральное крыло, скажем, до рамки, до коридора или хотя бы до половины, возвращаясь, рыба утыкается в него и может уйти со дворов. В данной конструкции рыба со двора уже не уйдет. Она будет находиться здесь, во дворе, и будет непосредственно уже уходить в морду и собираться в морде в приемнике. Данная конструкция, такое выставление непосредственно мереж используется летом. Ну и также, у кого есть время и желание, выставляет также ее зимой. Но на зимний период времени в данных конструкциях подкрылки выставляет, скажем, на 2 оттяжки. Выставляя на 2 оттяжки подкрылки, не как вот здесь показано, да, скажем, на 4. С одной стороны имеется в виду 2 и с другой 2, а просто на 2, с одной стороны 1, скажем, 1 оттяжка и с другой стороны оттяжка. То в клину бывает, что на зиму ставят такие мережи, и в клину, в этом клину подкрылков рыба задерживается. Не успевает и не хочет разворачиваться в данных изделиях рыба, и остается, и бывает, что она там гибнет в этих подкрылках. Лучше натягивать их так. Но зимой я говорю, что еще используют, когда холодно, тяжелый труд. Бывает, что делают на 2. По лету в основном, когда более тепло, хорошо,
уже растягивает, как необходимо это делать. Также подвязывается низ. Я сейчас еще не подвязал его, но на низу должна идти так же, вот как сверху идет, скажем, посередине веревка, снизу также от низа подкрылка должна проходить и крепиться также веревка. Я ее просто не подкреплял сюда. Можно оставлять это и так, но более правильно делается еще веревка снизу, такое же крепление, как сверху. Это уже довязывается, скажем, вручную. Просто вручную берется веревка и размерность, она сюда доставляется. Также здесь непосредственно уже идет стандартно на всех мережах, стандартно на всех изделиях. Непосредственно идет уже коридор. Здесь коридор уже более развернутый. Если вы видите, здесь уже идет четырехугольная рамка. Четырехугольная рамка, да, прямоугольная. Большим заходом, больше спокойствия для рыбы, да, и она лучше сюда заходит. Также она состоит передняя рамка с коридора. Идет коридор, более по длине коридор. Идет первый заход. Нитка здесь применяется 1,2 на чулке, ячея 24. Первый заход, ячея 24, открытый заход. Открытый заход. Второй заход уже непосредственно. Вторая протяжка. Второй заход идет также щелевидный. Как, отвечая на ваши вопросы, большинство эффективности в мережах это на какую-то подразновидность именно рыбы делается закрытый или открытый заход. В основном делается щелевидные заходы. Горловина непосредственно, вторая горловина сделана из более тонкой нитки. Более тонкой нитки. Нитка применяется 0,8 мм. Ячея также 24. 24. Идет дальше приемник, мотня. Мотня, приемник. Если вы видите, мотня тоже выполнена непосредственно из более мелкой ячейности, потому что средняя рыба предназначена для ловли в эту мережу на ячею 24. Мотня выполнена, ячея тут, по-моему, 14 ячея. Для чего делается так? Более профессиональные мережи. Для того, чтобы, когда попадая рыба, она вся собирается, непосредственно, кто рыбачил мережами, собирается здесь в мотне. И она здесь стоит, именно в этой воронке стоит, и головой пытается отсюда уплыть, выплыть. Если среднюю рыбу мы ловим на 24 ячея, и здесь будет стоять 24, то рыба, какая более посильнее, будет просовывать голову и будет умирать в этой ячее. Будет находиться в этой ячее и будет мертвая. Если доделывать уже непосредственно, ставить более меньшую ячею, то рыба будет здесь вся живая. Она останется живая. Никакая рыба сюда не просунет уже голову. Протяжка в данной конструкции горловины тоже идет уже на 2 кольца. Последняя протяжка. Первая открытая горловина идет непосредственно, да, до первого кольца. Коридор прямоугольный. В данной конструкции, уже когда заходя рыба во двор, она уже не имеет для тебя возможности развернуться, повернуться и уйти. Если у вас просто на мережах, скажем, имея 2 крыла, мережа имеет 2 крыла, идя рыба по одному крылу, она может подойти ко второму и по второму спокойно уплыть от вашей морды. Боясь там, допустим, света, да, падает тень от дели, и она просто не пойдет в ваш заход. В данном варианте, я еще раз повторюсь, здесь у рыбы уйти нет шансов вообще. Потому что направление, вот, которое вы видите, допустим, по вот этому крылу, да, если она идет по крылу, и она уже попадает, вдоль крыла идет, попадает сразу, прямиком заходит в коридор. Идет в коридор, попадает и уже идет туда. Если даже она немножко крутнется и развернется рыба,
то все равно уйдет во второй коридор. Во втором коридоре она принудительно туда зайдет. И также здесь, если вы видите, вторая подкрылка, она также сразу уходит и смотрит туда по направлению в коридор. Также, идя по отбойнику, она попадает в коридор. Если даже она поворачивает налево, рыба, она уходит во второй двор. И все равно, возвращаясь, все равно принудительно уходит уже в чулок. Таким образом, как в данной маленькой конструкции, они выставляются вот так. На маленьких конструкциях подкрылки имеют длину, скажем, для данной мережи 50 сантиметров по высоте, подкрылки составляют 6 метров. Чем повыше, подкрылки составляют там 70 сантиметров. На следующем видеоролике будет представлено на 70. Там подкрылки составляют 8 метров. На более профессиональных мережах эти подкрылки, как правило, ставятся 12, 15, 18 метров. Больше подкрылки не делаются. Не делаются. И если кто-то считает для себя, что более эффективно, если у него состоят крылья там 20 метров по длине, и он будет ловить хорошо в нее рыбу, это мнение ошибочное. Вот здесь, если посмотреть на данной конструкции, 50 сантиметров, вот такую площадь в воде она будет занимать. Более, если вам необходимо куда-то поставить в кусты, вам было представлено видео, да, там две морды с одним крылом. Если не позволяет там камыши куда-то развернуть такую конструкцию, да. Если нет возможности, то используют с одним крылом. Одну морду или две морды. Как удобнее, в зависимости от места. Здесь, как вы видите, да, скажем, если по направлению рыба идет сюда, здесь ее размах составляет там подкрылка, скажем, 2,5 метра. 2,5 метра, это не 20 метров, это 2,5 метра. Но рыбы сюда попадет больше, чем мережа в 2 крыла, составляет 2 крыла по там 10 метров, к примеру. Сюда попадет рыбы намного больше. Данные конструкции используют непосредственно уже в более больших размерах, более больших, скажем, чулок готовится как от породы рыбы, да, скажем, по тем же горловинам. Также длина чулка имеет значение глубины. Какая глубина, где проверяется мережа. Это влияет также на глубину. Также влияет это все на глубину. Здесь непосредственно дворы. Вы их видите, эти дворы. Соотношение непосредственно длины чулка. Это влияет глубина. Первая глубина. Во-вторых, порода рыбы. Да. Делаются также, скажем, более любительские, скажем, и профессиональные мережи. Хватает вполне 2 горла, делается 3, бывает 4 и 5 горл. В зависимости от места обитания рыбы, от какой породы рыбы вы будете ловить. Вот такая конструкция. Данное это сооружение, скажем, имеет уже профессионально специализированные мережи. Также данную конструкцию, если вам необходимо, вы можете спокойно, да, разобрать ее просто, эту морду, если у вас где-то использование в 2 крыла. Просто не подсоединяется центральное крыло, подкрылки разъединяются, просто разъединяются подкрылки, и уже она используется как морда непосредственно без центрального крыла, и идет использование уже ее как двухкрылой мережи. Все. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня, хорошего настроения и удачи.